Доброго времени суток, дорогие друзья! Давненько не было у нас никакого видеовлога, как-то я немножко подзабил, извиняюсь, нужно исправляться. И, соответственно, ну, наверное, темы просто не было. А вот теперь тема появилась, и она очень интересная. Это, конечно же, ESL Катовица. Дело в том, что как раз-таки наш парень, команда Нави, будет участвовать на этом турнире. Пройдет он буквально через несколько дней, по-моему, в среду, 2 числа начинается. Все там же, на том же месте, в польском городе Катовице сойдутся абсолютно все самые сильные команды мира. Единственное но, это то, что теперь Катовице не является мейджор турниром. Соответственно, не будут падать сундуки, не будет у нас стикеров, ничего связанного с внутри, скажем так, игровыми всякими фишками от компании Valve. Почему так Valve решила, не знаю. Они отдали права на мейджор MLG, который пройдет через месяц. Там тоже, кстати, участвуют Нави, но об этом мы поговорим потом. А вот вернулись они, естественно, видимо, к ESL, уж вернутся к ESL, видимо, уже в августе этого года. Это ESL, конечно же, Кёльн. И этот турнир наверняка будет мейджором. Поэтому вот они группы, дорогие зрители. Группа А, группа Б. Из каждой группы, я так предполагаю, выходит по одной команде прямиком в полуфинал и по 2 команды в четвертьфинал. Соответственно, если ты занимаешь первое место в группе, ты не играешь в четвертьфинал. Система очень классная, по 6 команд в группе, каждый играет с каждым. Насколько я знаю, что по одной карте. Соответственно, здесь матчей будет огромное количество. Первый день наверняка группа А полностью отыгрывает, второй день группа Б полностью отыгрывает. И, естественно, есть на что посмотреть. Давайте проанализируем группу Нави. Прежде всего, вот они. Над Свинсера в группе А, с ними Нипы, с ними монголы, кстати, которые не получили визу в Америку, но, может быть, получат визу в Евросоюз. Опять же, там у них трудность состоит в том, что в Монголии нету польского посольства, им надо ехать в Китай, получать там визу. Но я думаю, что все-таки в Шенген-зону монголам полегче будет получить визу. Видимо, не любят монголо-татар еще издревле, боятся, что захватят они всю Европу, и, соответственно, вот не пустили в США парней, и вот теперь могут быть проблемы с Польшей. Но я надеюсь, что не будет. Дальше Мауза, Люминости, Фнатик. Снова бразильцы в группе. Бразильцы для Нави это, ну не знаю, самая любимая команда. У них личные встречи где-то 5-1 или 6-1 в пользу команды Нави, но бразильцы играют очень сильно. Это команда, которая показала самый высокий рост. Вот если команда НИ показала самый высокий спад вместе с G2, да, на протяжении 2015 года, то Luminosity это команда, которая показала самый высокий рост. Также Mousesports очень круто играет в последнее время. Они прошли мейджор, обыграли Ашер на допах недавно. И команда очень сильно радует, если честно. Поэтому, если бы, например, ну, где-то полгода назад мы оценивали бы эту группу, то я бы сказал, вообще легко и просто для Нави. Сейчас же немножко поменялись обстоятельства. Наверняка вы помните матч по интернету НИП против Нави, наверняка вы следите вообще за ESL третьим сезоном и видите, как НИПы выросли, и что замена Пита, наверное, положительно сказалась на команде, что Форест все-таки стал снайпером штатным, очень классно играет с АВП, Пит вроде как делает свою стрелковую работу, поэтому Нипы пытаются вернуться назад. Они уверены в себе, они психологически готовы и так далее. Поэтому, ну, естественно, монголы это аутсайдер группы. Все остальные команды могут друг друга переиграть, но при этом Фнатики это Фнатики, они якобы за собой заняли первую строчку, поэтому заруба будет за второй и третий слот. Ну и, соответственно, мне кажется, что Нави будет очень и очень тяжело вообще в этой группе А, потому что, ну, одна карта, и мы знаем, что парни не самые стабильные у нас. И вот если в начале не будет дан какой-то хороший старт, тогда может пойти все не так, как нужно. То есть я делаю ставку такую, что если Нави преодолеет групповой этап, то, в принципе, в свои топ-3 должны заходить. Но вот займут ли первое, это вопрос. Фнатики настоящие мутанты, в хорошем смысле этого слова. Команда, которая
не проиграл еще ни одного лана, вдумайтесь, ни одного лана там за 3-4 месяца с нынешним уровнем конкуренции. То есть мы помним команду НИП в начале CSGO, тогда в игру играло всего 30 тысяч людей в онлайне. Сейчас играет 300 тысяч, иногда 600 тысяч в онлайне. Поэтому... Поэтому сейчас, как бы, держать первую строчку так, как держит этот Fnatic, это очень тяжело, но они это делают. Поэтому, ну, все понимают и без меня, что первое место, скорее всего, в группе А уйдет именно им. А вот второе, третье место, конечно же, ну, наверное, Нави, наверное, НИП. Мауспорт, Luminosity, ну, опять же, это если без каких-то, скажем так, без каких-то неожиданностей, да, выпало у меня слово из головы. Хотя, с другой стороны, многие, наверное, со мной не согласятся, скажут Нави Luminosity. Тоже верно. Поэтому, ну, сами понимаете, на одной карте сейчас сказать вот точно, кто выйдет. Я думаю, Нави НИП. Все-таки я считаю так. Или, ну, простите меня, фанаты Нави, если Нави зафейлят НИП и Luminosity. Как бы меньше всего я сомневаюсь, что Мауспорс пройдут из этой группы. Ну, посмотрим, как оно будет. Если брать группу Б, друзья, то тут под вопросом Virtus.pro. Все мы видим, как они ужасно играют в последнее время. Это просто нечто. То есть на них даже я не ставлю. Поэтому первое место отдам, скорее всего, команде Envious. Второе, третье, Астралис и Фейс. Ну, а для Virtus.pro это такой знак вопроса. И как бы пойдет, не пойдет. Сейчас, кстати, есть уже... Смешной даже мувик про Пашу Бицепса, может, вы знаете, когда показывают, как Паша круто раздает, там, New Паша vs Old, как-то так, там как-то раздает, играет так, сяк, этак, а потом фейлы тупо конца 2015 года, как он спиду там зажимает и не убивает его там, ну, полностью, вообще такой прикол. Поэтому, ну, там не только к Паше вопрос, а там к Паше вопрос большой, к Снаксу, ну, такой себе. К Бьяле огромный у меня вопрос. То есть, на самом деле, в начале, когда Снакса с Бьяли брали в команду, и вот Virtus.pro играли очень круто, эти двое играли почти одинаково. Потом Снакс вышел немножко вперед в индивидуальном плане. Но Бьяли все равно был полезен, очень классно играл. Но то, что сейчас в Бьяле происходит, там, я не знаю. К Тазу и Нео вопросов, наверное, меньше всего. Они невероятно стабильные, как бы своих убивают, свои фраги какие-то делают. То есть... Ну, какая-то схема была у команды, и я вот попытался вам объяснить, почему как бы теперь команда не играет. То есть эта схема не работает. Схема отталкивалась от Снакса, схема отталкивалась от Бьяли и Паши также. И как раз таки именно эти три игрока, в первую очередь, мне кажется, не доигрывают, как это было раньше. Ну и может быть в этой группе и фраги, конечно, удивят. То есть, мне кажется, что если вы ставите какие-нибудь ставки, то на Ифраг можно залить в каком-то из этих матчей. Они, скорее всего, обыграют кого-то из фаворитов. Может быть, там Ифраг Virtus.pro на одной карте. Или Ифраг против Фейс на одной карте. Или Ифраг Астралис. Как-то так. Я думаю, Ифраги точно не закончат группу с нулем. Надеюсь, вам гайд понравился. Пальчики вверх. С вами был Арсений, Сеня Треноженко.